Как-то весенним вечером в одном из уютных домиков Вильнюса вся семья после ужина собралась в гостевой комнате у камина. Усевшись поудобнее, дедушка начал свой рассказ. Внученька, подай очки. В XIV веке в Вильнюсе, в своем замке, как тракайские внучат, жил великий князь литовский Альгирдас. Он был язычником. У него служили два брата, Круглец и Кумец, которые приняли святое крещение с именами Иоанна и Антония. Тем самым разгневали князя, были брошены в темницу. В темнице было тяжело. Через год Иоанн не выдержал, отказался от своих взглядов и был освобожден. Он проявил малодушие. Ай-яй-яй-яй-яй, за что Антоний не разговаривал с братом. Прошло время, и Иоанн осознал свой грех и опять проповедовал православие. Язычники его посадили в темницу к брату. Через несколько лет Антония и Иоанна приговорили на смертную казнь, и они были повешены на дубе. При дворе того же литовского князя служил Евстафий, который был родственником Антония и Иоанна. Ой, внучат, что-то холодно стало, подкиньте дров. И как-то на охоте с князем он объявил себя христианином и был брошен в темницу. Он подвергся пыткам, а после его повесили на дубе, как его родственников. Тело юноши было погребено рядом с телами Иоанна и Антония. На этом месте был построен монастырь во имя Пресвятой Троицы, куда мы с вами, ребята, пойдем на литургию завтра. А пока что идите спать. День памяти мучеников Антония, Иоанна и Евстафия отмечается 14 апреля.